17 апреля мой шорт по битку, который я набираю уже неделю. Это вкладка сообщества. Сюда я добавляю сантимент по битку. Зачем нужно это смотреть, если мы вообще сейчас будем разбирать нефть? Ну, в первую очередь нужно понимать, куда пойдет доллар. Если доллар будет в рост идти, то и нефть будет идти в рост. От этого зависит и фондовый рынок. Нажимаете на паузу, это сантимент по биткоину, что за вчера было. Это у нас за август. Я показывал в обзоре по биткоину. В августе было большинство за рост, и биткоин начал снижаться вместе с фондовым рынком 14 августа в 2022 году. Сантимент тоже я пересмотрел. Все в лонги, это все, биткоин не будет стоить меньше 20 тысяч. Это сантимент за сегодня. Вот дивергенции за снижение 4, за рост уже 27 человек, за снижение 10 человек. То есть понимаем, большинство всегда ошибается. И это у нас за вчерашний день 87 видео, 87 блогеров, 42 за рост, 24 за снижение. И дивергенции за рост, за снижение. То есть понимаем, да? Теперь я покажу, как работает большой капитал на примере вот 74 дня. Давайте, вот 37 дней. Как работает большой капитал, как работают старшие таймфреймы, как работает мультитаймфрейм. 37 дней разделить на 4 получается 9 дней. Сейчас будем разоблачать вот эту всю манипуляцию. Вот белая гистограмма, это у нас 37 дней. Это когда было вторжение Украины в Россию, 22 год. Тут у нас вот, начиналось движение вот отсюда, нефть росла. Тут был финальный закон, потом медвежья дивергенция вот на 9-дневном таймфрейме, и мы начали снижаться. Запоминаем вот эту проторговку. Давайте посмотрим, какой объем был. Объем был на медвежьих дивергенциях. То есть вот тут уже говорили, что все, мы идем в цикл войн, там Третья мировая, короче, ну нифига. Все, биткоин вырос, фондовый рынок вырос, нефть упала. Ну, а почему? А потому что нужно читать правильные инструменты. Вот этот индикатор, все индикаторы, которые у меня есть, можете абсолютно бесплатно получить. Досмотрите до конца, в конце я вам объясню условия. Также в конце я покажу на одном экране от 1 минуты до 30 дней, также от 30 дней до 100 дней дивергенции на всех таймфреймах. То есть на одном таймфрейме 5 индикаторов будут показывать дивергенции. Сейчас мы видим, что вот тут было четкое распределение, да, в 2022 году мы получили медвежьи дивергенции, мы начали снижаться. Давайте посмотрим, что сейчас у нас. Сейчас у нас только в стадии зародыша тренда. То есть нам нужно, чтобы у нас 37 дней таймфрейм вырос. Вот эта желтенькая гистограмма это 9 дней. 9-дневка, чтобы показывала медвежью дивергенцию, и тогда мы будем говорить, что да, это уже будет снижение. Вот это все, что сейчас происходит, это манипуляция века. Просто когда началась война, мы пиляли, допустим, вот тут война началась, да, мы вот так вот пиляли на фондовом рынке, пиляли, не могли упасть. Нам говорили, все, там ядерка будет, да, но потом все, мы идем на переговоры. Раз, два, три свечи, и все, всех выбило. И сейчас сантимент уже просто такой. Вчера я показывал в сводке, посмотрите в вкладке сообщества на YouTube, что говорит Bloomberg. Это просто, это за 100 лет такого не было. Это рекорд. 70 лет, кто 100 лет говорит, но это просто бред сивой кобылы. Индикаторы говорят, что нефть будет расти, а фондовый рынок небольшой флэт и снижение, если он вообще не пойдет в понедельник на снижение. Так, ну с этим, я надеюсь, вы понимаете, да? Вот это, что сейчас происходит, что мы сейчас выросли, я говорил 2 недели назад, индикаторы говорили, что мы не будем падать. Тут мы видим таймфрейм 74 дня. Это старший таймфрейм. Такие таймфреймы вам никто не показывает. Даже не знает никто, что сегодня на нефти открывается и закрывается свеча 74 дня. А вот этот мультитаймфрейм вообще даже, ну, никто даже не, ну, кто-то может и додумывается там стажем 15-20 лет трейдера, а новички даже и не понимают, что нужно вот это смотреть, а не то, что на дневке. В общем, здесь у нас тоже только стадии зародыша видим, да, это у нас только начало. Нам нужна медвежья дивергенция вот здесь, нам нужна медвежья дивергенция на объеме. Друзья, это только начало. Вот видите, только начало. Тут либо боковик будет, и потом уже нужно смотреть. А смотреть сейчас мы будем на таймфрейме 4 дня, 5 дней, там уже что-то есть. Дальше 37 я показал, тоже в стадии зародыша. Дальше таймфрейм 2 дня. А сегодня мало, вчера много было таймфрейма. 2 дня, смотрите, мы обновили вот эту свечу. Давайте я отключу индикатор, чтобы вам было хорошо видно все рисовалки. Вот мы чуть-чуть закололи вот эту свечу, уже все, нефть будет только дешеветь. Во-первых, по объему у нас бычья дивергенция, это раз. По индикатору у нас 2 дня скрытая бычья дивергенция. Вот. У нас маркер у меня вот эта бирюзовая линия. Нам нужно, чтобы все синхронно шло, нам нужно вот этот лой обновить, нам нужно закрыться. Не фитилем просто выбить и уйти вверх, а закрыться нужно. Тогда я буду говорить, да, что на двухдневном таймфрейме мы снижаемся. Для меня это скрытая медвежья дивергенция по гистограмме. Дальше по light time frame 12 часов. Это бычья дивергенция, друзья. 12 часов light time frame. Мы сделали обновление вот этой проторговки. 12 часов серьезный таймфрейм, бычья дивергенция. На MACD бычья дивергенция, скрытая бычья. Не путайте регулярную и скрытую. Это скрытая, она либо... Ну, тут нужно еще понимать, я за много лет, я вот это, что сейчас показываю, я вот это все складывал в Telegram, в свой дневник. Я каждый день открываю все таймфреймы, которые есть, и записывал скринкаст и делал себе пометки. Сейчас я это делаю для Ютуба. И почему я это делаю в публичный доступ? Потому что я вот это проговариваю, у меня еще больше открывается глаза, я еще больше вижу и понимаю тренд. И не просто один биток показываю, я показываю биток, потом евро, фондовый и нефть. Вот это все одно целое и дает понимание, куда будет идти рынок.
Дальше мы видим, что на двухдневке мы понимаем, да, у нас скрытая медвежья. Дальше нам нужно дождаться, чтобы вот это все закончилось, снижение. По объему мы видим, что бычья дивергенция. Нам нужно двухдневку теперь наблюдать. Я думаю, мы еще проторгуемся, еще чуть снимем вот этот лой, и на двухдневке будет бычья дивергенция, что сейчас уже на дневке. Вот на той неделе я говорил, что мы будем снижаться. Мы снизились на дневке. Дневка сейчас показывает бычью дивергенцию. Вот гистограмма показывает бычью дивергенцию. Вот объемы на дневном таймфрейме показывают бычью дивергенцию. Цена снизилась, объемы бычьей дивергенции. То есть я не удивлюсь, если мы в понедельник еще ниже откроемся, а потом полетим, что-то там случится, и графики показывают, что это бычья дивергенция, что это фейк снижение. Мы будем идти забирать шортистов, вот эти, которые здесь налипли. Тут понимаем, да, бычья дивергенция. Теперь посмотрим на меньший таймфрейм, на 6 часов. 6 часов вообще тут обычки, вот, она уже накопление, вот, мы вот тут снижаемся, а 6 часов тут лимитами баффет там копит, чтобы выбить дальше. Вот 6 часов, 6 часовка по гистограмме, по линии МАКДИ, бычья дивергенция, тут уже у нас синхронизировалась на 90 минут. Ну, 90 минут это такое, это шум. Я не знаю, кто смотрит вообще 90 минут. По этому, по объему у нас была синхронизация, да, тут у нас мы снизились, объем показывает на 6 часовке бычью дивергенцию. Разобрались. Теперь я вам покажу уровень волатильности. Это у нас 12-часовка, канал у нас обновится через 3 дня, будет обновление канала. Видите, оно пиляет, это просто боковик. Мы уже через 3 дня вот здесь будем. Это когда у нас будет? Это у нас будет среда. Вот до среды это у нас поддержка. Мы сейчас получили поддержку, уровень белой волатильности, да? Потом мы пробили недельную ценовую поддержку. Мы выбили вот этих всех шортистов, лонгистов, которые вот здесь были. Это манипуляция. И я не удивлюсь, если мы с понедельника откроемся вверх, потому что на дневке бычьи дивергенции. Да, я думаю, что все так просто не может быть. Вот эта манипуляция будет продолжаться, потому что на фондовом там дневка бычья. Она либо будет боковить и заколы вверх будет выбивать всех, потом, когда все уже скажут, все, это победа, мы будем идти только вверх, потом будет брить этих лонгистов. Сейчас шортистов бреют, правильно? То тут это поддержка. Видите, мы пробили недельный уровень. Плюс к этому у нас есть вот сетка Фибоначчи. Мы только протестили пятую, 0,5 зону, и все, и мы закрываемся выше тела. Вот, ну, а это фиба от этой проторговки, вот отсюда, вот эта фиба вот тянется, она автоматически тянется. Понимаете, даже если мы вот сюда сходим, вот это будет 0,79 фиба, это будет в норме, в порядке вещей, здоровая коррекция будет. Тут понимаем, да, что ничего страшного нет. По объему, по индикатору, вот гистограмма бычья дивергенция по 12 часовка, 12 часовка бычья дивергенция, 3 часа у нас оно уже синхронно идет. В общем, тут еще будет небольшое накопление. И 3 часа, 2 часа. Также мы синхронно, если синхронизация идет на 2 часах, на 12 часах, это сильная поддержка. Вот мы ударились, отпрыгнули, да? Давайте посмотрим на индикатор, что он нам говорит. Индикатор нам говорит, что тут у нас бычья дивергенция есть. Вот, по МАКДИ, по 30 скользящий. Что тут еще? Ну, в принципе, все. Вот МАКДИ это 2 часа. По объему что тут нам показывает? Объем, да, объем неплохо так. Ну, да, объем синхронно идет. В общем, все. Ну, теперь вы понимаете, что это манипуляция века. Я это говорил еще 2 недели, когда мы падали так долго, блин, не могли упасть. И падали целый месяц на 6%, когда, блин, все заголовки СМИ, все, это конец, мы идем на обнуление, это рецессия, это еще что-то там, инфляция будет, блин, по 10, по 8, блин. Ну, это бред просто. Так что не слушайте СМИ, смотрите правильные графики, лайк, подписка. Вот эти индикаторы можно абсолютно бесплатно получить, просто регистрация по моей ссылке. Вам это ничего не будет стоить, но вы будете иметь правильные приватные инструменты, которые будут вам показывать, подсвечивать правильные таймфреймы и будете понимать и принимать правильную сторону рынка.